Всем привет! Сегодня вместе приготовим мягкие, воздушные и очень вкусные булочки с творогом. Если не хотите пропускать мои новые видео, нажимайте на колокольчик возле кнопки подписка. Вам сразу же будет приходить уведомление о выходе нового рецепта. В миску наливаем теплое молоко. Добавляем 1 столовую ложку сахара, 5 грамм сухих дрожжей и аккуратно перемешиваем, чтобы растворились дрожжи. Если вы не уверены в качестве своих дрожжей, тогда прикройте эту смесь полотенцем и оставьте на минут 15, чтобы сверху появилась такая пенная шапочка. Если этого не произойдет, значит дрожжи уже не активны и тесто не получится. Я в своих дрожжах уверена, поэтому проверять их не буду. Добавляем оставшийся сахар. Я беру еще 1 столовую ложку, можете добавить чуть-чуть побольше, если хотите. И также я добавляю 1 столовую ложку меда. Благодаря меду булочки дольше остаются свежими и не черствеют. Если не хотите использовать мед, тогда просто возьмите побольше сахара. Еще раз слегка перемешиваем. Добавляем пол чайной ложки соли и 4 столовые ложки растительного масла без запаха. Еще раз слегка перемешаем. Теперь постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Тесто должно получиться очень мягким, эластичным и однородным. Муку добавляйте постепенно, так как от нее напрямую зависит, насколько воздушными и вкусными будут булочки. Чем меньше муки вы добавите, тем более воздушными они получатся. Когда ложка вымешивать становится неудобно, вымешиваем руками, либо в комбайне. Поначалу тесто будет очень липким, но по мере вымешивания оно будет становиться более послушным, эластичным и приятным на ощупь. В конце замеса тесто практически не должно липнуть к рукам, хотя если останется небольшая липкость, это пойдет только на пользу и булочки получатся пышнее. На весь замес у меня уходит приблизительно 460 грамм муки. Тесто я вымешиваю около 10 минут. В описании под видео я оставлю ссылку на видео, где я готовлю практически такое же тесто, только замешиваю его вручную. Тесто полностью готово. Вот тесто очень такое мягкое и живое. На руках следов не остается, но при этом оно такое приставучее достаточно. Больше муки добавлять не нужно. Если тесто будет именно таким, булочки будут очень воздушными и пушистенькими. Чашу слегка смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. Сверху затягиваем пищевой пленкой, либо прикрываем полотенцем и оставляем на расстойку в теплом месте до увеличения минимум в 2 раза. Я обычно прогреваю минутку духовку, чтобы там стало тепло, выключаю ее и помещаю туда тесто. В таких условиях ему очень комфортно, поэтому поднимается оно около часа. Тесто уже подошло, поэтому можно приготовить начинку. Здесь у меня 300 грамм творога. Я советую брать пастообразный в квадратных пачках, либо вот такой он, я бы сказала, такой нежный. Не очень крупинчатый, чтобы начинка была более нежной. Добавляем к нему сахар. Я беру 2 столовые ложки, но можете больше, если хотите. Добавляем чайную ложку ванильного сахара, либо щепотку ванилина. И хорошо перемешиваем. Все, начинка готова. И по желанию, если хотите, можно подготовить заранее немножко изюма. Я взяла 50 грамм, залила его на 10 минут горячей водой, потом промыла и просушила бумажными полотенцами. Если не хотите, можете не добавлять. Такая мягенькая. Как на сосиске в тесте, только на молоке. Перекладываем тесто на рабочую поверхность. Вот, смотрите, какое пушистенькое. Прям реально трогать хочет. Слегка обминаем, чтобы структура булочек была мелкопористой. Мукой я не пользуюсь, так как тесто было в растительном масле и прилипать оно не будет абсолютно к рабочей поверхности. И сейчас раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Можете раскатать потолще, можете потоньше, как захотите. У меня примерно 5 миллиметров.
Смазываем тесто небольшим кусочком мягкого сливочного масла. И сверху выкладываем творожную начинку. Распределяю ровным слоем. И сверху присыпаем изюмом. Кстати, как вариант, вместо изюма можно добавить каких-нибудь специй. Например, ту же корицу или кардамон. Тоже будет интересно. И теперь сворачиваем тесто в неплотный рулет, чтобы ему было куда расти. Приподнимаем краешек и хорошо защипываем его. Если рулет получился не одинаковым по толщине, тогда просто вот так аккуратно ручками подровняйте, чтобы он был везде одинаковый. И булочки тоже были одинаковые. И каждую половинку рулета разрезаем еще на 3 части, чтобы получилось 12 булочек. Но вы, конечно же, можете сделать покрупнее, поменьше, как захотите. Нож берите острый, чтобы слои не сжимались между собой. И вот такими короткими движениями подрезаем булочки. Кстати, еще удобно это делать ниткой. Но у меня нож острый, поэтому и так хорошо. Дно булочки можно окунуть в муку, чтобы начинка лучше держалась. И перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Прикрываем булочки полотенцем либо пакетиком и оставляем на расстойку еще на 30 минут. Они должны подрасти. Булочки хорошо подошли. Я уже включила разогреваться духовку на 180 градусов. И сейчас по желанию булочки можно смазать яйцом либо молоком. Я буду смазывать одним желточком с добавлением чайной ложки молока. Выпекаем булочки в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 20 минут до золотистого цвета. Булочки готовы, у меня они выпекаются 22 минуты. Вот такие мягенькие получаются. Маленькие булочки. Очень булочки. К нам тут гости зашли, поэтому это все, что осталось. И то с горем пополам. Очень классное тесто. И даже без яиц, сливочного масла. И готовится просто. И сами по себе они такие легенькие. Очень легко кушается. Не только одна, но и 2. 3-4. 4 булочки и 3 кофе чая. Булочки очень вкусные, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам их также попробовать. Они получаются такими в меру сладкими, очень легкими, воздушными и нежными. И даже несмотря на то, что в тесте нет ни яиц, ни сливочного масла, само тесто получается очень вкусным. Но творожная начинка с изюмом – это вечная вкусная классика. В общем, готовьте, пробуйте. Надеемся, что такой рецепт вам также понравится. На сегодня у нас все. Спасибо большое за просмотр видео. Желаем всем приятного чаепития.